Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 апреля. А я бы сказала, что случится, что произойдет до конца месяца, потому что вторая половина апреля может быть очень знаковой для каждого из нас. Как нас жизнь подводит к какому-то выводу. Давайте с вами узнаем. Может быть, будут какие-то моменты для вас внезапные, неожиданные. Или кто или что появится неожиданно, я этого тоже не исключаю. В целом, что ждать с 10 по 20 апреля, давайте с вами узнаем. И на колоде 78 дверей. Открыты двери или закрыты, принципиальное значение имеют. В этой колоде мы с вами и узнаем, как потоковая информация. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы, 3 ответа, может быть, на вопрос. А может быть, это будет... Мы конкретных вопросов не задаем, но, может быть, по смыслам неожиданно, внезапно. Такое я допускаю. Планетарные транзиты таковы. И проясним немножко ситуацию на колоде Таро ведьмочек. Итак, и первая у нас будет карта «Что вас удивит?» Или неожиданная встреча, неожиданный контакт. Узнаем, к чему это все идет и что скоро изменится. Третья карта. Давайте узнаем, что будет дальше в личной жизни, в взаимоотношениях в целом и, ну, может быть, вопросы семьи, вопросы дома. Что ждет вас и в работе финансов также, что будет дальше. Что будет происходить в этот период по вашей работе, важным контактам, встречам или важные планы? Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, но и здравого смысла тоже. Итак, первый знак судьбы. О чем хотят рассказать? Вот как будто пора. Вот на самом деле, мои дорогие, мы все, каждый, вне зависимости от знака зодиака, в апреле месяце проживаем такой переломный момент. Почему? Потому что планета Уран переходит из знака Телец в знак Близнецы. Но вот пока до 26 апреля Уран буквально помогает знакам зодиака, стихии Земли и воды, вам в том числе, с чем-то определиться. И после, когда уже Уран перейдет на долгие 7 лет, Уран перейдет в знак зодиака Близнецы, для вас это будет то время, когда вам, скорее всего, это у вас окажется Уран в 12-м доме гороскопа, это дом тайны. Это дом, ну, как завершение чего-то. И дом освобождения, хочется сказать, от прежних, ну, наших, может быть, мировоззрения или прежних каких-то циклов, которые нас удерживали в заперти. Или то, что нас останавливало, или как застенки какие-то невидимые нам организовывало. Может быть, это психологический такой уровень, когда мы становимся более свободной личностью. Для кого-то из вас может заинтересовать буквально работа в интернет, работа на самого себя, изучение новых технологий. Кто-то к этому приступит. Может быть, на что вы именно прежде не решались, но долго думали. Вот тут как будто пойдем вперед. Вот для вас такое может быть удивительное время, последующие 7 лет. И вот как раз нам карта ознаменует все то, что я сказала, почему я подробно на этом остановилась, как будто врата открыты. Но долгое время мы не могли переступить этот порог, а теперь как будто себе говорим: пора. Настало время. Уже что-то, то, что нас прежде сковывало, держало, теперь уже постепенно, как не имеет смысла, может быть, отходит, но постепенно. Потому что аркан умеренности, как будто врата не откроются, прежде чем это уже старший аркан. То есть не буквально с места в карьер мы тут решили за 10 дней все вопросы, но будем реалистами. Но есть то, что потребует более длительное время или более длительного изучения, более какой-то срок адаптации. Вот я такого не исключаю. Но по аркану умеренности будьте внимательны. А вы люди интуитивные. Чуйка у вас работает великолепно. Вот, кстати, будьте внимательны к собственным интуициям, подсказкам. Потому что то, что не можем просчитать, вам приходит вот как с голосом мудрости, с интуицией. Выбор. Вам не первым выпадает эта карта. И именно в этой колоде двойка мечей, если мы говорим обычно, ну, выбор, выбор и выбор. А тут все значительно сложнее. Нам изображена именно монахиня. Это внутреннее предубеждение. Это внутреннее где-то наше состояние души, когда мы немножко, правда, отгородились от внешнего мира. Не случайно же художник изображает монахиню. Она открывает дверь на плач младенца.
И раз человек принял монашеский постриг, мы понимаем, что в его жизни произошел какой-то такой момент, который его, может быть, отчасти надломил или заставил его как уйти из, привычного круга дел, из вот этой мирской жизни, уединиться. И кто знает, может быть, эта женщина, она вот эта леди показана в возрасте. Может быть, она когда-то мечтала о дружной семье, о любящих людях, да, вот этом союзе двух искренне любящих людей. И вот нам показан младенец. Может быть, женщина мечтала, что много детского смеха и много детей, но жизнь в какой-то момент, в какой-то отрезок переместилась в другой фокус. Все изменилось. Почему и она уходит в монахини. И вот теперь, как ту мечту, судьба возвращает. Но таким способом, таким странным образом, который нас заставляет вот как в тупике в каком-то находиться. Мы понимаем, что добрая женщина занесет младенца в дом. А вот что будет дальше? Отдаст приемным родителям? Или сама, пройдя 1000 каких-то сложностей, она будет воспитывать ребенка? То есть вот почему я подробно говорю, потому что какой-то такой сложный выбор. И если у кого-то это действительно не просто такое что-то мимолетное нужно выбрать, а вот нужно с чем-то вам определиться, тогда карты говорят, что вам это как будто по судьбе. Второй знак судьбы. Вот понимаете, да, тут действительно нужно определяться, как будто нет смысла рисовать эти двери закрытые, они от этого не откроются. Здесь есть определенная иллюзорность. Давайте достану еще одну карту. Мы не хотим, с одной стороны, что-то менять, мы к чему-то привыкли. Мыслей у нас много, причем мысли какие-то неформальные, какие-то нетрадиционные. Это как желания души, которые именно идут от вашего сердца. Но решиться на что-то вы как будто не можете. А карта нам четко говорит: прыгай давай. Вот буквально. Давайте будем реалистами, переложим на каждый на свою жизнь, на то, что происходит у вас сейчас. И двери, тем не менее, горят. Это мы со стороны так глядячи, да, мы думаем, что ну что ты там кричишь, никого в округе нет, никто тебе не придет на помощь, давай прыгай. А то и спрыгнуть не успеешь, потому что, близко уже языки пламени. А девушка не прыгала. Для нее это в новинку. Вот вам как будто нужно решиться на то, чем вы прежде не занимались. Или на тот шаг, который вы прежде не делали. Это первый раз. Семерка еще одна. Мы как будто можем ждать. Может быть, буквально по этой карте семерка пентаклей вы куда-то отправляете запросы. Может быть, какое-то время вы ждали долго ответа. Кто-то ждал, что человек проявится. Тройка мечей. Нет, ничего не происходит. Ничего не происходит. Есть человек какой-то в вашей жизни. У каждого тут по-своему. Но король жезлов — это тот, который умеет завораживать. Это тот, который умеет... И вот король кубков — ваша карта. Даже если меня смотрят девушки. Тут ведь нам говорят о чем? Заждался наш могучий русал. Вот воспоминания, какой-то приятный момент. У кого-то взаимоотношения личные. У кого-то ситуация по работе. То есть что-то приятное, радостное, как вот этот теплый такой золотистый кубок, да? Но все остальное достаточно мрачно, нет смысла ждать. И грот открыт, двери открыты. Но пока не решается, как будто король кубков присел, но и подзастрял. Не видит уже, что вокруг, видит только вот какие-то свои эмоции. А рядом все-таки два короля у нас выпадает. А когда два короля, тут, правда, важные решения придется принимать. Для кого-то путешествие по инстанциям. Может быть, конкретный вопрос, который не нужно ждать, а нужно, как распытать, разобраться, каким образом к нему подступиться. Вас может какой-то человек как кого-то отговаривать, так и от кого-то из вас может ставить наоборот на паузу. Почему так говорю? Король жезлов — это что-то притягательное, вот особенно если это по личной жизни проигрывается. Это то, что нам хочется внимать, слушать. Нам этот человек интересен. Может быть, тем, что он как-то думает не так. Но он ничего не будет делать для вас. Он не будет сам участвовать в каком-то процессе. Делать придется или действовать придется самому. И даже если у кого-то более серьезный вопрос, правда, документы, переезд,
Или это касается работы. Тройка жезлов нам говорят, что да вот ты уже подошел практически одной ногой, переступил этот порог между прошлым и будущим. Мы с вами об этом говорили. Но вот, видимо, что вы будете делать дальше? Давайте достану дополнительную карту по первому знаку судьбы. А что это такое? Тут как будто может быть взаимосвязано. Ух ты! А ведь и правда, кому-то нужно выстроить правильные взаимоотношения с руководителем, кому-то нужно завершить некоторые вопросы, которые будут касаться, может быть, по части законов, получения важных документов, может быть, и важных платежей, или как будто завершить эту ситуацию окончательно, чтобы она в будущем вам не напоминала. Словно организовать свою жизнь по-новому, кому-то конкретно нужно решиться вот именно, знаете, как встретиться, переговорить с кем-то, потому что это может быть, как только вы как гештальт какой-то закрываете в конце апреля, и перед вами, или как не только врата открываются, а я бы сказала, что есть возможность решить запутанную проблему или сложный вопрос, причем потом вам это не будет напоминать долго. Может быть, хотя бы инициировать, начать, мои дорогие, потому что аркан умеренности говорит, что не у всех быстро решится. И где-то двойка мечей тоже может говорить о затянувшемся более процессе. Но начиная делать первые шаги, может быть, что-то продолжится в мае. У нас такова конфигурация будет в мае, что где-то, ну, будут вот именно возможности что-то свести либо к нулю, либо вот к этой демаркационной линии. Поэтому, может быть, для кого-то это важно услышать. Тогда будет важно что-то начать. Самому словно стать императором, хозяином собственной жизни. Третий знак судьбы. Работай, у тебя все получится. Более того, эта карта, пусть она говорит о том, что где-то рутина, много работы для кого-то из вас, а тем не менее, как будто есть возможность выйти на новый уровень. Так это точно с нулевым арканом. Как жизнь все равно будет меняться. Мы этого не изменим. Как будто, смотрите, вам судьба дает подсказки. Не нужно биться туда, где уже как будто закрыты врата, закрыта дверь. Не перепутай, как будто думая, что там дверь, а там стена окажется. Ведь карта по рыцарю мечей нам иногда говорит о том человеке, вы можете с таким столкнуться, который появляется в вашей жизни совершенно внезапно, который может с вами спорить, или может точно так же от вас точнее, от чего-то отговаривать. Но и с другой стороны, вы можете столкнуться в каком-то деле, вопросе, особенно, мои дорогие, если вы принадлежите к руководящему составу по работе. Или пусть это у вас личный бизнес. Иногда по рыцарю мечей проходят проверяющие. Но также со знаком плюс, когда мы именно сами ищем правду, истину, что-то начинаем, продолжаем и завершаем очень правильно. Вы можете прийти к выводу, что мне нужно действительно начать какой-то процесс, решение какого-то вопроса. Тогда карта вам дает подсказку. Обратись, может быть, к специалистам, людям знающим, каким-то консультантам. Или, может быть, людям, которые знают закон, вот как юристы. Тут или в какой-то определенной сфере, потому что тебе нужно знать какую-то правду, чтобы решить красиво какую-то тему или вопрос. От этого буквально зависит ваше будущее. И я тут больше вижу, что все карты кричат именно о том, что нужно решиться что-то завершить и вместе или что-то начать. А после этого перед вами как совершенно новое будущее открывается, другие возможности. Тут и поверить в себя. Иногда бывает в нашей жизни, увы, есть такие дела, за которые и глаза бы не смотрели, и руки не брались, и вообще, да ну, и не хочется даже думать. Но елки-палки, диалектика нашей жизни состоит в том, что нам себя приходится пересилить. Где-то внутренние сомнения. И вот договариваться ведь придется по 8 жезлов. Вы можете получить какую-то информацию, важный документ, когда вам придется куда-то поехать. И тоже где-то договариваться. Правильно построить разговор, какую-то беседу. Потому что самое главное, вот как будто уйти от прошлого. И вот эти ключи вам придется, может быть, находить контакты какие-то, как и людей, так и с конкретным человеком. Ключики, как вот с ним можно правильно построить беседу с конкретной персоной. Может быть, это влиятельная какая-то персона. Но у вас все получится. Вам тут как высшие силы помогают. Вот так и хочется сказать, еще одна 8. Как будто
Вот начать менять собственное качество жизни. Себе не сказать «нет», а наоборот больше решимости. А кому-то, может быть, который водит за нос или кормит завтраками, а это потом. Может быть, есть какие-то люди в вашей жизни, которые вам что-то пообещали выполнить, сделать, оказать содействие, а вот и ныне там. Ладно, давайте узнаем с вами, на пороге каких событий вы стоите, что случится, что произойдет. Вот, наверное, карта нам сразу и говорит, что тут произойдет. Во-первых, ясность у вас какая-то будет, вот мы об этом говорили. А сам по себе вот этот порог, когда вот, ну, переступил, а теперь вот как будто пару шагов дальше пройди. Понимаете, не бросить что-то на полдороги. Не остановиться и себе не сказать, ну, вот я это сделал или сделала, да, а вот потом это вот действительно потом, когда-то. У кого-то, знаете, поставить перед собой, это, наверное, ну, как вот сами события будут от этого складываться или как-то развиваться, да, происходить что-то будет после этого, когда вы наберетесь решимости и буквально то с чем-то определяетесь, как будто раз и навсегда. Может быть, потом еще и последует какая-то дистанция, ведь карта Солнца – это выбора правильного направления. Вот вы сейчас, как минимум на 6-8 месяцев, выбираете свое направление, мои дорогие. Здесь нельзя, в очередной раз повторяюсь, от чего-то отказаться или сказать, что ну как-то само рассосется, или как-то тут оно потом, или я к этому подключусь, или там, может быть, какие-то другие условия будут, какие-то другие лица. Вот нет. С 10 по 20, может быть, это вы с чем-то определяетесь, какую-то, знаете, информацию, которая как первые шаги вы находите. Но поверьте, это как клубок, может быть, у кого-то противоречий. Но вот ниточку мы нашли, потянули, а он будет раскручиваться, и ясность наступит. У вас сейчас, вам как высшие силы помогают. Все-таки карта Солнца, она очень благополучная карта. По крайней мере, я вижу именно так. Давайте узнаем, что же прояснится в ближайшее время. Может быть, это как кто-то вас удивит или какая-то правда откроется, а возможно, это как неожиданный контакт, когда кто-то вас удивит. Вот смотрите, 2 короля кубков. Поэтому, мои дорогие, для кого-то из вас будет, для вас мужчина, вам самим тут точно на что-то нужно решиться. Мои дорогие девочки, неважно какой возраст, с учетом 2 карт, которые в разных колодах, но тем не менее совпадают, где-то вам самим придется быть больше в мужских энергиях. Но для кого-то из вас это может быть та история, которая была прежде связана с личной жизнью. Давайте посмотрим еще. Вас может удивить даже тот человек, хотя я должна сказать, вы тут сами себя можете удивить. Все-таки давайте так. Потому что ваша карта практически персональная. По полу мы карту не рассматриваем. А дальше у нас идет старший аркан Суд. Как будто само пространство говорит, да заверши ты это дело, махни рукой уже, ну как бы завершил и забыл сразу, да? Потому что уже не надо будет этой печалью жить, или не надо жить этими воспоминаниями, или не надо жить этой мыслью, которая там где-то на подсознании, что ох, елки-палки, я там что-то не доделал. Тут именно сама Вселенная, мои дорогие, вам помогает. Но все-таки, что же там за неожиданный контакт? Опять же 2 мечей. Но с учетом персональных карт, часто ведь это именно те люди, семья, близкие, те люди, с которыми у нас прежде были отношения. Или иногда это родственники, может быть, далекие родственники. То я могу предположить, что кто-то вас из близких удивит. Почему нет? Мало что удивит, так еще и поставит перед таким вот выбором. Именно на уровне взаимоотношений. У кого-то, конечно, по работе проиграется, потому что аркан император. Но, может быть, кому-то из вас придется брать ответственность. Вот, кстати, такое тоже может быть. И это будет для вас удивительно. Может быть, это случайно появился даже человек в вашей жизни, и при этом человек имеет какие-то планы или просит вас что-то сделать, оказать ему содействие. И вы можете быть в замешательстве, как же мне поступить. Вот такой неожиданный контакт. Причем будет хотеться, снова говорю, 9 жезлов. Как обособиться, уйти от этого, не заниматься этим. А карта нам говорит, а идти вперед придется. Идти вперед придется, это не значит, что мы
вновь возвращаем какое-то дежавю. Имеется в виду, что мы действуем совершенно по-другому, потому что тот опыт, который вы уже прошли, по этой карте мы себе как будто говорим наоборот, что нет, вот в этих отношениях, вот в этой истории, вот в этом запутанном деле я уже сделал все, что мог. Вот, может быть, вторично напоминаю, почему будет очень важно вам с чем-то разобраться. Более того, по семерке жезлов как будто много воздействия на вас. Уже чаша терпения переполнилась. Вот, может быть, 20-й старшие арканы говорят, так сколько ты будешь еще терпеть? Ты как будто включился, может быть, кому-то в помощь. Вы очень добрые люди, я знаю. Вы отзывчивы, вы всем помогаете. Друзьям помогаете, помогаете даже, может быть, тем людям, которые когда-то были в вашей жизни. И пусть сейчас, вот даже по непонятным причинам, непонятно, что это, отношения, продолжается или нет. Но вот даже таким вы можете помогать. Это потрясающе вообще. Ну, это вот ваша доброта действительно не знает границ. Это пусть не ко всем. Я знаю, что есть и холодные, жесткие люди среди вас. Я это тоже знаю. Но есть настолько душевные, когда вами пользуются. Вот по семерке жезлов это пользуются, потому что нам говорят, ты видишь, что силы не равны. Если начнешь вот каждому из семи что-то объяснять, или как будто тут баталию какую-то устраивать, ну, понятно, ты проиграешь. Ну, возьми, отступи полшага назад и растворись. Не участвуй, уходи от какой-то многозадачности. Но у вас свой какой-то вопрос. А тут могут быть и люди, которые каждый раз вам создают какие-то новости. Или вот ты мне помоги сейчас, а потом не надо. А завтра будет еще какое-нибудь. А вы свои дела откладываете на потом. А здесь, посмотрите, восьмерка жезлов. Карта доброй трансформации. У нас повторяется одна и та же карта в разных колодах. Как будто время действовать. Для кого-то из вас побудительный мотив получения известия. Или какой-то важной бумаги. Я не исключаю, что тут может быть и ваше, то, о чем вы думали, уже где-то, ну, как на уровне интуиции. Вы чувствовали, что какой-то вопрос, ну, как выйдет все равно на поверхность, да? А тут этот вопрос еще дополняется какой-то новостью, документом или какими-то сведениями. Здесь будет для кого-то из вас подсказка, что да, мне нужно встретиться, да, или мне нужно с кем-то переговорить. И не просто поболтать, а вот конкретно для себя что-то прояснить и завершить, я бы даже сказала так. Давайте следующую карту откроем. Но вот к чему все идет? Тут нужно разобраться. И что же скоро изменится? Ну, тут вы сами должны измениться. С одной стороны, конечно, всегда 15-й аркан. Он будет говорить, как любая карта старшего аркана тоже имеет и плюсы, и минусы. Так вот, с плюсами у нас здесь идет, у нас достаточно физических сил. То есть мы можем что-то выдержать, мы работоспособны, с бодростью порядок. Здесь может означать как получение денег, даже для кого-то крупная сумма денег. Хотя с учетом других карт я не исключаю, что кому-то и деньги приходят. Тут ведь тоже нам сказали, одна из лучших карт в колоде на деньги, восьмерка пентаклей, да? Но дальше вот то, что выпадало, может быть, как получили, и нам нужно отдать. Или нам нужно за что-то заплатить, оплатить, внести какие-то деньги. Может быть и так. Поэтому здесь зависимая какая-то может быть история или ситуация, хотя у кого-то из вас что скоро, да, изменится. Может быть, это как раз запутанная история по части личной жизни. Или пусть не личной жизни, а вот то, что я сказала, с конкретным человеком. Тут как будто другая команда уже у вас, мои дорогие, должна быть. Другие интересы. Для кого-то из вас, знаете, будет хотеться так вот немножко уединиться. Это я предполагаю. Потому что, может быть, есть конкретный человек, который вас постоянно вот ставит какие-то перед вами задачи, или который пытается как-то на вас так воздействовать, но по какой-то причине нет взаимопонимания, и, может быть, для кого-то из вас именно финансовый минус идет от этого человека. Может быть, идет долгий период времени. Но вот смотрите, ведь у вас выпали две карты. Как будто карта подсказывает, есть у тебя какая-то история, которую тебе нужно в ней разобраться. Но у вас две карты выбора правильного направления. Удивительный расклад. Поэтому для вас не только с 10 по 20 до конца апреля,
где-то с заходом на май. Это тот период, который очень важен. Правильное направление 6-8 месяцев, а по аркану звезда лет 10-20. От того буквально, как вы с чем-то разберетесь или завершите ту или иную историю, будет зависеть до конца года палитра ваших событий. Вы как будто сейчас определяетесь, или как будто вы себе можете подать из будущего руку помощи. И сейчас вот с какой-то белибердой, правда, так и хочется сказать, или путаницей. Я не могу понять, что это такое, мои дорогие, но вижу, что у кого-то из вас, с одной стороны, это может быть документально или по законам там, ну, или с какими-то взаимодействиями, да, с лицами, с персонами, или даже с инстанциями. Но у кого-то это ведь личная история, тоже точно так же может быть. И тогда вполне вероятно, ну вот как будто не закрой себе путь. Потому что от того, как ты эти 10 дней, на что ты решишься, на что ты себя организуешь, будет выстраиваться, ну, более даже долгий период жизни. Ну, давайте более конкретно. Что ждет вас? Личная жизнь, вопросы дома, как мы сказали, колесо фортуны. Понятно, что у каждого по-своему. У кого-то отношения продолжаются, у кого-то все хорошо, относительно стабильно. Но тогда это могут быть перемены в жизни ваших близких. А вот смотрите, снова у нас 8 кубков. Я не исключаю, что это, знаете, как человек, у кого-то дети выросли, уезжают, да, от родителей, или кто-то, наоборот, съезжается, но колесо фортуны. И значит, фортуна сейчас на вашей стороне. Для себя что-то сделать очень хорошо. Тройка жезлов, мои дорогие, вот опять же тройка. Вот удивительное дело, перекликается практически как и на Таро, так и вот с этими метафорическими картами 78 дверей наши расклады. Будущее на пороге, так и хочется сказать, и в личной жизни в том числе. Время важных решений, мои дорогие, на будущее. Время для себя что-то сделать более хорошо, качественно. Может быть, у кого-то обустройство дома. Я не исключаю, у кого-то ремонт, может быть, даже, да, или когда вам придется обратиться к специалисту, у кого-то действительно получение денег, может быть, и деньги партнера, или ваш гонорар какой-то, вот иногда крупная сумма, может как вернуться гонорар, или когда деньги причитались вам, но почему-то они где-то застряли. По разным причинам, мы уже не конкретизируем. Карта подтверждает, что, скорее всего, по крайней мере, в эти 10 дней, если ты проявляешь активность, то вот это продолжение точно следует, и ты такие эти деньги свои как будто возвращаешь. Будьте внимательны. Пусть это на личную жизнь, но 10 пентаклей очень добрая и такая емкая. Но что же по финансам? Да, тут есть взаимосвязь между людьми, может быть, близкими людьми, или каким-то контактом, пусть это касается даже партнерских отношений. Тут, конечно, замечтаться тоже нельзя, потому что по этой карте идет ностальгия. Вот перевести, может быть, еще какие-то связи в более такую реальную плоскость вам предстоит. Для кого-то из вас иногда эта карта может свидетельствовать, кстати, о чиновниках, о банкирах, или даже пусть это близкий человек. Но тут может быть и такая конфигурация, когда вы идете в какую-то инстанцию или в банк, а там вы можете встретить человека, которого вы знаете. Или есть какая-то персона, которая вам подскажет, как правильно действовать, мои дорогие. А вот и правда, тут вам кто-то может подсказать, потому что по 8 мечей, вот будьте внимательны, карты искаженного восприятия. Нам какой-то вопрос казался неразрешимым. Или я не знаю, как действовать. Словно все против меня сговорилось. А нам говорят, так у тебя глаза закрыты. Это тебе кажется, ты смотришь вглубь себя, вот как эта девушка. Она смотрит вглубь себя, ей кажется, глаза закрыты, руки связаны вокруг мечи. На самом деле, снять повязку. Нет ни первого, ни второго, ни третьего. Ничто не мешает. Посмотрите, насколько полярные карты. Поэтому вы как будто на самом деле у кого сейчас сложная финансовая история, какой бы сложности она ни была, у вас есть возможность решить запутанный вопрос, даже если это многоходовочка. Выйти из лабиринта хочется добавить, но это мы смотрим на ваши планы, на ваши достижения или важные контакты. Правда, кому-то потребуется как специалист. Тут нет смысла спорить, тут нет смысла что-то доказывать. Тут нужно найти, как, знаете,
один пазл, и вот все остальное, вся картинка как будто сложится. Но у кого-то из вас побудительным мотивом или этим самым пазлом может быть известие, которое вы получаете совершенно неожиданно. И это сразу известие делит вашу жизнь на период до и после. Посмотрите на ваши планы, на ваши достижения, какие волшебные карты. Всегда вот если до и после, а рядом еще и туз кубков, два туза, которые говорят о реализации, о шансе добром, о возможностях, о добрых эмоциях, мои дорогие, и о том, что мы чего-то не должны упустить. Мы ведь можем тут подзастрять, да, вот по этим двум картам. Или все, кстати, для вас может начинаться даже по планам, как будто с конфликта, или как будто начинается в кривь и в кость, или то дело, которое вот как лабиринт, или как липкая паутина. Уже бы хотелось, чтобы оно отстало, да, и вот нет, не отстает, потому что нужно как-то самому решать. Елки-палки, ну правда, психологически, ну бывают такие вопросы, за которые, Господи, хоть и говорят, глаза боятся, руки делают. Так вот, и глаза боятся, а руки вообще цепенеют от ужаса. Может быть, и есть такое. Я, конечно, шучу, мои дорогие. Так вот, даже вот такого уровня сложный вопрос у вас может быть решен. И вы удивитесь, насколько вам все под силу. Вы, знаете, это как внутреннее, как ваше перерождение. Вот правда, вот этот 20-й старший аркан может как раз и означать для кого-то из вас вот это солнце, ваше солнце внутреннее, когда вы решаете вот эту белиберду, какую-то путаницу непонятную, и вот одним махом, может быть, с одного известия или с одного контакта, когда вы говорите, елки-палки, а ведь если я захочу, я могу все. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые. Сложный расклад, правда, вот неожиданный совершенно. Но у каждого свои итоги. Я, тем не менее, надеюсь, что он был чем-то вам полезен. Я благодарю за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу особенную душевность, мои дорогие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и ссылки на сайт я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, люблю искренне. Берегите себя, будьте счастливы, будьте любимы всегда.